Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, что ни в коем случае никогда нельзя брать даже у родных людей. Иначе, к сожалению, вы только будете беднеть и болеть, потому что именно это забирает у вас и здоровье, и деньги, и достаток, и приносит, к сожалению, один негатив. Давайте вместе с вами, друзья, далее все в этом видео будем разбираться. Вы знаете, денежная энергия есть в жизни каждого человека, и всем она дана высшими силами, но есть люди, которые развивают эту связь, делают ее сильнее, соблюдают правила, которые помогают привлечь ее в большом количестве, учатся чему-то новому, не желая стоять на месте, так как считают такую жизнь скучной и неинтересной. Много работают, если им что-то не нравится, они стараются изменить это, не ходят на работу, которая не доставляет удовольствия, а делают то, что им нравится, так как знают, что это принесет им больше пользы, и выбрав такой жизненный путь, они добьются однозначно больше успехов. Они добры, они не ленивы, любят помогать окружающим, подставлять свое плечо, заниматься благотворительностью, так как знают, что деньги приходят в их жизнь с легкостью. Для того, чтобы они имели возможность кому-то помогать, они любят баловать себя и своих близких, потому что считают, что это их самые родные люди, и что деньги даны для того, чтобы ощущать радость. А радость они ощущают, видя счастливые глаза своих любимых людей. Они отпускают деньги с легкостью, поэтому денежная энергия очень быстро возвращается в их жизнь. Не образуется энергетический застой, ведь денежная энергия постоянно должна находиться в движении. Они не ленятся складывать деньги по возрастанию, подкопить, когда это нужно, чтобы купить то, что им действительно важно. Они не спешат за дешевыми вещами и за большим их количеством, так как знают, что важно качество и что вещей должно быть столько, чтобы они радовали, но не заполняли свободное энергетическое пространство вокруг. Не живут в кредит и в долг, постоянно идут только вперед. На этом пути не боятся поднять мелочь, если таковая упала из их рук, так как не считают это ниже своего достоинства, даже в тот момент, когда они выходят из дорогой машины или стоят в очереди с корзиной дорогих продуктов. Эти люди оказывают деньгам всяческое уважение, и это же оказывает им денежная энергия, приходя в их жизнь в нужном для них количестве. Это, конечно, непростой труд, и порой для того, чтобы образовались такие отношения с денежной энергией, приходится потратить много энергии, сил, времени, но они знают, ради чего это, и всячески готовы придерживаться такого. А есть другая категория людей, которая не может удержать даже ту денежную энергию, которая дана им по жизни, так как не хотят ничему учиться, не желают двигаться вперед, им не интересно жить будущим, они желают жить прямо сейчас, из-за этого тратят больше денег, чем стоило бы. Порой для того, чтобы купить то, что им очень хочется, они что делают? Они одалживают деньги, они берут кредиты и не могут вовремя отдать. Начинают переодалживать деньги и при этом опускаются все ниже и ниже, оставаясь без денежной энергии. Такие люди не готовы прикладывать хотя бы какие-то усилия для того, чтобы что-то изменить. Они будут ходить на нелюбимую работу, постоянно жалеться на это, соответственно, о никаких результатах положительных или успехах там не может идти и речь, так как на самом деле они этого не желают, им нравится играть роль жертвы, и им хочется, чтобы их все жалели. Порой друзья, посмотрев на них со стороны, достают деньги и помогают, так как из-за своего доброго сердца жалеют их и не видят того, что на самом деле они скрывают. А это, друзья, банальная лень. Взяв такие деньги с виноватым видом и оправданиями, они сразу же спешат в магазин побаловать себя чем-то, при том, что до этого момента они даже не помышляли о том, что им что-то нужно, и что для этого, чтобы это получить, нужно приложить усилия.
От таких людей можно часто услышать такое, как «я поменяю работу», «вот я смотрел на рынке труда, такие зарплаты, которые предлагают, это же смешно», или «я на своей имею немного меньше, но здесь уже я все знаю, а вот туда приду, а там, скорее всего, много подводных камней, и вот эти работодатели смешные хотят, чтобы за такие копейки выполняли столько задач, еще и ненормированный рабочий день». А вот я на своей работе хотя бы сижу и ничего не делаю, а вот деньги получаю. И они не готовы принимать деньги, которые приходят в их жизнь. Им всегда всего мало. Они маленькие суммы не считают за деньги, поэтому часто можно услышать, что ну подумаешь, осчастливили, ну что это за деньги? Они никогда не наклонятся для того, чтобы поднять мелкую купюру, не говоря уже о том, чтобы поднять монету, которую они же и бросили по случайности. Они не будут тратить свое ценное время на то, чтобы соблюдать денежные правила, и не будут оказывать деньгам уважение. В этом вся их сущность. Они не готовы прикладывать никакие усилия, чтобы что-то менять. Им нужно только, чтобы в их жизнь все поступало само по себе. Они при этом абсолютно ничего не делали. Но так это не работает. И когда эта категория людей начинает расстраиваться, огорчаться и при этом начинает излучать негатив, через некоторое время этот негатив, который они излучают, начинает приумножаться. Так как вы знаете, что та энергию, которую мы излучаем, притягивает такие же энергии, только в большем количестве. В их случае это негатив, и когда они окружат себя ним полностью, он станет разрушительным и будет оказывать неблагоприятное влияние на их жизнь. Они еще хуже будут себя ощущать, и даже те, кому ранее была не присуща злость и зависть, начнут испытывать эти чувства. Из-за таких чувств данные люди будут желать, чтобы у всех в их окружении ничего не было позитивного, благоприятного, или же были постоянные денежные проблемы, а порой и нужда. И, конечно же, такие люди начинают обращаться к черным ритуалам, с помощью которых они могут отобрать ваши деньги. И сейчас я вам расскажу о таком ритуале, чтобы вы по незнанию, не растерявшись в сложившейся ситуации, не совершили поступок, который вас способен разменять с данными людьми местами. Таким способом эти люди пытаются отдать свою нищету вместе с деньгами. Они заговаривают купюру, часто стараются делать это на купюре самого большого номинала, чтобы человеку трудно было отказаться. После этого с данной купюрой идут в большой торговый центр, на рынок, возможно, в какое-то развлекательное заведение, выбирают человека, на котором дорогая одежда, аксессуары, украшения. Некоторое время за ним наблюдают, после чего зовут данного человека и говорят, что тот потерял купюру. При этом держать эту купюру данный человек будет обязательно в левой руке. Есть люди, которые считают в спешке, что, возможно, это их купюра выпала и без раздумий забирают ее. Есть те, которые под влиянием излучаемого сильного негатива данным человеком забывают о своей искренности, доброте и забирают купюру. В любой из таких ситуаций тот, кто берет эту купюру, забирает себе не только денежные проблемы или безденежье того, кто это делает, но и негатив, с которым эти деньги передаются. Из-за этого в жизни данного человека начинают происходить денежные потери. Она перестает быть такой счастливой и успешной жизнью, как была ранее. Негатив окутывает его биополе, разрушает, и человек впадает в депрессию, опускает руки и начинает все ближе и ближе подходить к черте невозврата, никого не слушая. А тот, кто проделал вот такой вот ритуал, становится богатым и успешным, с каждым днем приумножая все то, что он отбирает. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, никогда не берите ни у кого никаких деньги. Даже если вы что-то потеряли, то пусть они лучше будут потеряны. В таком случае, когда придет время, вы откупитесь от ненужной вам проблемы. Не стоит базариться на деньги даже под влиянием негатива. Не позволяйте ему влиять на себя. Будьте сильными. Вы все сможете заработать, не забывайте об этом. А вот под влиянием мимолетного желания взять купюру можно утратить моментально то, над чем вы очень долго и трудно работали. А также сбиться с выбранного пути, на который вернуться может уже никогда не получится, так как у кого-то не будет жизненных сил,
а кто-то не сможет противостоять тем накопившимся бедам, которые в один момент могут прийти в его жизнь. Лучше жить по простому правилу. Давайте вы, но никогда не берите ни у кого. Это от многого сможет вас уберечь. Жадность никому еще ничего в хорошую жизнь не принесла. Помните об этом. И даже под влиянием негатива со стороны знайте, что вы сильнее всего этого. Если у вас стабильное денежное положение, деньги приходят в вашу жизнь в нужном количестве, и вы относите себя к первой категории людей, значит, вам обязательно нужно проводить ритуал, который будет укреплять вашу связь с денежной энергией, а также ритуал, который защитит вас от нечистосердечного влияния со стороны и убережет ваше финансовое положение на том этапе, которое есть. Не думайте о том, что если вы не следите за чьей-то жизнью, что вас не интересует то, сколько денег у людей в вашем окружении, что вас окружают такие же люди, как и вы, и что вам не о чем переживать, так как возле каждого человека, к сожалению, есть завистники, которые желают ему зла. Поэтому лучше перестраховаться и иметь от них защиту, чем потом исправлять и убирать из своей жизни все то зло, что они в нее привлекут. Для того, чтобы с денежной энергией укрепить связь, вам нужно взять 3 купюры любого номинала, разложить их на подоконнике, при этом поджечь тоненькую восковую свечу и водить ней по всему периметру купюры, и при этом обязательно проговаривать такие слова. Денежная энергия, я с тобой неразрывной энергией связана. Я тебя уважаю, правила все твои принимаю. Ты меня никогда не оставляй, ни под чье влияние не попадай. Вокруг меня приумножайся и возможности новые открывай. После проговоренных слов данной свечой сделайте вокруг себя 3 круга по часовой стрелке, думая о том, что вы в этот момент открываете каналы для принятия большого количества денежной энергии, а затем поведите ней по всему периметру тела, представляя, что денежная энергия тесно переплетается с вашим энергетическим полем. Когда закончите, держите свечу на уровне лица, пока она не догорит. Когда это произойдет, огарок также оставьте на подоконнике до утра. Утром огарок выкинуть нужно на природе, а купюры отдать 3 нуждающимся. После проделанной практики вы ощутите приятное чувство в душе, легкость, и очень скоро деньги в больших количествах начнут поступать в вашу жизнь. Такой ритуал стоит проделывать раз в год, тогда связь с денежной энергией никогда не ослабнет. Ну а для того, чтобы вам выставить защиту от недоброжелателей, вам понадобится 3 щепоточки соли, 3 щепотки соли крупными кристаллами, а также веничек из мяты, розмарина, ромашки, полыни и можжевельника. Вам нужно выйти на природу, найти место. Здесь вы должны прислушаться к своей интуиции, но выбрать его так, чтобы там никто не ходил, не отвлекал вас и не мешал. Когда найдете это место, первым делом выберите молодое, но крепкое дерево, прислонитесь к нему спиной и попросите в этот момент о помощи Вселенную, чтобы оберегала вас на вашем жизненном пути от недоброжелательных и злых людей. Когда почувствуете спокойствие, достаньте приготовленную соль, смешайте ее, после чего вокруг себя нарисуйте ней 3 круга, при этом скажите такие слова. Я своим жизненным путем иду, все, что мне нужно, привлекаю, меняю, ни у кого ничего не отбираю и ненужные чувства не излучаю. Для себя защиту выставляю, соль в помощь призываю, чтобы и вокруг меня стену возвела, чтобы ни один недоброжелатель на мою жизнь влияния не оказал, то, что в нее притянуло, никогда не отобрал. Когда закончите, закройте глаза, поднимите руки вверх, и по пальцам вы почувствуете, как к вам текут энергии, которые будут укреплять ваше биополе, помогая вам противостоять любому злу, которое встретится на вашем пути. Когда закончите, подожгите веничек из трав и 3 пройдитесь, окуривая себя по кругу, проговаривая при этом такие слова. Травами сильными себя окурю, энергию счастья, удачи, благополучия, денег, любви и успеха привлеку. Будут меня они окружать, во всем мне помогать, жизнь моя будет такой, как пожелаю. Все преграды стороной обойду, беды не привлеку, защиту от Вселенной и высших сил получу.
Когда закончите, трижды вдохните дым от веничка и представьте, что перед вами стена из таких растений, что она настолько густая, что и никто не может повредить и к вам подступиться. Затем веничек затушите и оставьте под тем деревом, которое вы выбрали изначально. Затем обнимите его, трижды улыбнитесь, и у вас будет приподнятое эмоциональное состояние. Радость переполнит вашу душу. Далее вы идите по своим делам, вы теперь имеете сильную защиту, и никто не сможет причинить вам вред, а также что-то у вас отобрать. Вы продолжаете придерживаться своих планов, покорять новые и новые вершины, получая от жизни все то, что считаете нужным и правильным. У вас для этого достаточно энергетических сил. Такой ритуал стоит проводить раз в полгода. Он будет помогать вам поддерживать энергетический баланс, укреплять ваше биополе, исправлять повреждения, если таковые будут в нем, и притягивать потоки энергии, которые вам нужны для выбранной жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите «принимаю, благодарю». Те, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, помочь нашей команде, нашему каналу, друзья, благодарность вы можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, которую вы считаете важной и нужной, нам будет очень приятно. И мы всех благодарим, кто нам помогает, постоянно поддерживает нас. Нам это очень важно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.